У меня каркас уже готовый, и теперь нужно делать лепесточки. А это у меня деталь запоротая, которую по-хорошему можно просто выкинуть. Вот она планировалась вот сюда вот так. Но мне она не нужна такая. Все-таки на оригинале 4 лепестка. О, ребят, смотрите. Разрезаем напополам и получаем четвертинку. И вставляем сюда. Может, мы не выкинем эту работу и сохраним металл для лепестков. Сейчас я отмечаю края, которые видимые. Нужно дать запас на нахлест. С помощью такого нахлеста мы соединяем вообще наши детальки. И все лишнее можно будет срезать. Болгаркой, конечно же, удобнее, но я попробую отрубить этот кусок просто с помощью зубила. Да, вид у него, конечно, неаккуратный, но в целом довольно по-средневековому. Еще 3 стороны, которые нужно тоже подправить, но их я отрежу уже болгаркой. Что поможет расслабиться после напряженного дня работы? Lost Ark – изометрическая многопользовательская игра. Тут вы будете исследовать огромный и красивый мир, в котором нужно развивать своего персонажа в битвах с монстрами и другими игроками. На выбор есть 12 классов для прокачки с уникальным геймплеем. Графика и дизайн приятные. Я бы сказал, даже няшно-кавайные, в корейском стиле. Оно неудивительно, ведь разработчики игры родом из Кореи. Помимо эпичных сражений, в игре есть и мирные виды деятельности – рыбалка, охота, археология и многое другое. Также в мире Lost Ark можно исследовать и морские просторы на личных судах, которые тоже можно прокачивать. Обновление 2.0 принесло существенные изменения. Теперь можно обзавестись собственным поместьем и построить лабораторию для крафта предметов. Не стоит переживать, что прокачка героя займет очень много времени. Вас ждет обновленная система ускоренной прокачки, которая позволит увидеть high-level контент как можно скорее. Но поторопитесь, время акции ограничено. Lost Ark не стоит на месте. Скачивайте игру по ссылке в описании, получайте подарки и начинайте свое путешествие в чарующий мир игры. Спасибо за внимание, и теперь переходим обратно к работе по шлему. Вот эта узенькая полосочка – это очень неудобно для сборки шлема. Если бы у нас была широкая полоса, наши детали вот тут на лбу сходились бы вот так вот в стык, и заклепки устанавливались бы в самые края заготовки. Но в нашем случае мне необходимо эти заготовки накладывать друг на друга, а это создает нахлест, увеличение толщины и необходимость проклепывать, проковывать вот эти все края, чтобы они превратились как бы в единое монолитное целое. Сейчас я просверлю 2 отверстия вот этих, для того, чтобы я мог собрать обе детальки к этому каркасику. Вот здесь проблема. Мне нужно через 4 слоя металла вставить болтик. В этом мне поможет вот такое шило. Запихиваем в первый слой, находим второй, выравниваем. Находим третий, выравниваем. Находим четвертый. Далее берем нечто вот такого наподобие клещей, что-то, сжимаем. По идее, можно вынимать шило и вставлять болтик. Надеюсь, сейчас оно не поразлазится у меня. Раз. Разлазится уже. Надо словить его. Ладно, воспользуемся чудесами современной индустрии. Самозажимные клещи. Оп. Поджались.
Есть. Дотягиваем. И сейчас мы видим откровенную лажу, потому что наши детали нормально не подходят под каркасик. Я эти детали на горячо растяну и таким образом подправлю эту форму, чтобы здесь не было никакой щели. Когда мы расклепываем материал круглым молотком или вот таким вот молотком, материалу некуда деваться, и он расходится в стороны. А раз он расходится в стороны, то он увеличивает мне длину, которая между моими отверстиями. А зазор у меня был от той детальки именно потому, что разная длина между отверстиями каркасной части и отверстиями лепестка. Поэтому таким нехитрым способом я просто корректирую готовый лепесточек и могу исправить некоторые свои ошибки. Этот выступающий край мы в будущем обрежем. Вот так. Здесь видно, что с левой стороны есть хорошее прилегание. Но это означает, что можно сверлить отверстие вот это. Это хорошо. А вот здесь, с этой стороны, даже если я прижимаю к уголку, у меня все равно здесь есть просвет. И его нужно будет еще подтянуть. Поэтому сейчас разбираю и сверлю следующее отверстие. Пока что заготовка горячая, я сделал выкройку. И теперь мы вырежем по-нормальному уже четвертинки и откуем их. Вообще, отковка такой четвертинки настолько проста, что, в принципе, она делается очень быстро и можно делать даже на холодном. Но учитывая, что я имитирую материал, с которым работали ручным инструментом и перековывали вообще из бруска, то, конечно же, я все-таки проработаю его на горячо, но уже в конце. А сейчас я придам выпуклую форму с помощью молотка и ямы.
сейчас начинаются определенные сложности. Лепестки накладываются один на другой. Но самый последний лепесток я должен умудриться запхнуть поверх этого, но под этот лепесток. И вряд ли я это смогу сделать вот в этой сборке. Скорее всего, мне нужно будет снять весь каркас, подогнать этот лепесток отдельно, приклепать, угадать все отверстия, все вот эти 3. И потом накинуть сверху этот каркас. Это настолько как-то очень неправильно, откровенно говоря, делается сейчас. Я не знаю, в какой последовательности более удобно делать, но вот в этой последовательности, делая каркас и потом вот с этими лепестками, с нахлестами играться, жутко неудобно. Но вот спереди, если мы смотрим, просматривается на снимке с рентгена, вроде бы здесь отверстие и вроде бы здесь отверстие. 2 заклепки. В принципе, это логично, я бы тоже так делал, если бы я был средневековым мастером. Теперь у меня появляется возможность просверлиться вот так вот насквозь и, убрав каркас, соединить все 3 мои лепестка. После этого я как-нибудь уже запхну 4-й лепесток и потом уже накину каркас. О, блин, бацинеты и арметы проще делать, чем эту лабуду мелкую. Теперь берем древнюю викинговскую дрель и сверлим. Понятное дело, что вообще с викингами работали рептилоиды, и без рептилоидов такие шлемы вообще бы не получались никогда. Даже я не могу нормально собрать такой шлем. Ничего, неплохо. Как я и говорил, осталось самое сложное. Установить этот лепесток сверху этого, но под этот. И я вот даже сейчас не знаю, как это, блин, делать. Ладно, начнем, наверное, от простого. Самое простое, что мы можем сделать, это просверлить вот это отверстие. Для того, чтобы можно было хотя бы эту пару и эту пару зафиксировать друг к другу. Хотя бы начнем с этого. Раз. Затем у нас отверстие где-то здесь, походу. И я уже не понтуюсь, не бью, не пробиваю сталь, потому как сейчас сложностей и так хватает, чтобы еще заморачиваться на аутентичное пробитие дырок. В смысле отверстий. Я сейчас закрепляюсь с помощью еще 2 болтов и соединяю все 3 пластины. Раз, два, 3. Потом снимаю каркас, все снимаю, оставляю только 1, 2, 3 пластины и пробую без этого каркаса вставить нашу последнюю 4-ю детальку. Так, по идее у меня есть все необходимые отверстия посадочные, и теперь я его разбираю. Теперь я собираю все без каркаса. Я вот сейчас понял одну вещь, что если я не вырежу вот эти уголки, я никак не смогу этот лепесток установить под этот и на следующий. Поэтому сейчас я еще раз разберу, обрежу лишние части, и тогда надеюсь, что мой пазлик сойдется. Вот эту часть я сейчас буду поднимать вверх. Эту часть я опускаю вниз. И теперь эту часть я тоже буду опускать.
У меня почти получилось сделать цельную конструкцию, кроме одного момента. Пока что нету отверстий в этом месте. Если я неправильно просверлю и закреплюсь в этих местах, то потом мой весь каркас вообще не налезет на основную конструкцию. Поэтому надо очень внимательно сейчас все продумать. Я проверяю, насколько у меня вот получаются здесь все размеры. И как мне сверлить теперь эту деталь. Судя по всему, нужно раздвинуть на максимум, который мне позволяет нахлест, и просто сверлиться в это отверстие. И должно быть все правильно. Что-то похожее. Хорошо. Теперь самое главное, чтобы все эти детальки у меня налезли обратно на вот эти детальки. Да, у меня получилось собрать это все обратно на эти все отверстия, и я очень рад этому, потому что в видео я все не оставляю, а гемора было тут знатно. Просто собрать обратно на дырочки, это... Подтягиваю все болты, чтобы они хорошенько стягивали мои детальки. Сейчас есть две проблемы. Хорошо видны вот эти вот щели, мне это не нравится. И вторая проблема, есть щели в этих местах. На горячо я порастягиваю мои лепесточки, прижмусь к ободу, просверлю отверстие и подтяну заклепками. А вот с этой проблемой нужно будет бороться по-другому. У нас здесь обе нахлестные детали, и я буду стачивать места нахлестов. Тогда этот перепад не будет таким явным, конструкция будет выглядеть более цельной. Лепестки получше подтянул к ободу. Теперь необходимо изготовить отверстия, которые еще лучше стянут лепесток, обод, ну и вообще всю конструкцию вместе. Очередной этап работы завершен. У нас есть определенные размеры заготовки на шлем. Плюсы в следующем. Все отверстия есть, все детали есть. Они почти хорошо притянуты друг к другу. Они все на своем месте. Минусы в том, что в этих местах, как я и говорил, огромная разница между одной стороной и второй.
Итак, все нахлестные края я сточил. Те, кто давно на канале, знают, что у меня есть специальная рихтовалка, с помощью которой намного легче рихтовать, чем руками. Но этот шлем я буду рихтовать именно руками, потому что он должен выглядеть так, как будто бы его сделали полностью руками. Итак, для тех, кто не знает, рихтовка — это действие, после которого мой лист стали, который довольно такой пожеванный и побитый, превратится в более гладкий и красивый. Ну что ж, начнем. После вот таких нехитрых действий мы получаем следующее. Во-первых, исчезла вот такая огромная щель, как здесь. Она исчезла просто. Мы подтянули детали друг к другу. И к тому же мы немножечко исправили вот этот перепад, который явно показывает, что одна половинка выше другой. Большая часть работы с куполом завершена, наконец-то. Конечно, процесс и метод, которым я шел и изготовлял, мне кажется, не очень правильным. Что-то можно делать проще и быстрее, но уж как вышло. В процессе работы я нашел много информации по этому шлему, и с помощью подписчиков и зрителей канала на YouTube многие мне прислали различные ссылки, фотографии, где можно найти уникальные ракурсы и уникальные фотографии, рисунки, схемы и даже 3D-модели. В общем, в процессе работы я понял, что совершенно не так надо было делать, и совершенно не так он вообще был собран. Поэтому
Это точно не реконструкция, но я и не говорил, что собираюсь делать реконструкцию. Это шлем по мотивам. То есть мы взяли общую концепцию и как-то сделали немного по-своему. Следующим этапом будет изготовление полумаски. Очень интересный момент по работе, но на этом я заканчиваю это видео. Огромное спасибо самым главным викингам этого канала, которые поддерживают меня на Патреоне. Ну и также всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока!